Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе обсуждают темы, которые кардинально могут изменить политическую и экономическую повестку. Канцлер Фридрих Мерц признал, что в правительстве есть серьезные трудности и назвал это дефектом. Бывший сенатор Берлина рассказал о том, что размещение беженцев в спортзалах было ошибкой. Железная дорога Германии снова под огнем критики, а решения до сих пор нет. Экономисты предупреждают о риске нового долгового кризиса в Европе, и Франция здесь в центре внимания. Прогнозы для экономики Германии еще ухудшились. Страна может столкнуться с затяжной стагнацией. Партия «Зеленая» готовит шаги к возможному запрету альтернативы для Германии АДГ. А в Бундестаге впервые за годы небольшой, но важный перелом кадровой ситуации. Все эти новости я разберу подробно, и каждая из них поднимет вопрос, к чему готовится Германия и Европе. Оставайтесь до конца, будет интересно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые важные последние новости. Итак, канцлер Фридрих Мерц признался, что в работе новой правительственной коалиции союзной партии и СДПГ присутствуют серьезные проблемы в коммуникации. Он назвал это дефектом и пообещал в будущем исправить ситуацию. В интервью он отметил, цитата, «Сами решения правильные, но их подача еще вызывает вопросы». В качестве примера он привел решение об отсрочке снижения налога на электроэнергию. Оно было стопроцентно обосновано, но мы неудачно его преподносили. Аналогично, когда он принял решение ограничить поставки вооружений. Он осознал, цитата, «Я решил быстро, но должен был сообщить фракции, партии и общественности быстрее». По словам Мерца, ухудшение в экономических показателях требует куда более активных сообщений о достижениях. В противном случае никто об успехах говорить не будет, кроме нас самих. Он также сказал, что никогда не перестанет учиться на практике. Цитата, «Если мы перестанем учиться, мы перестанем эффективно управлять». И это еще не все. Бывший сенатор по вопросам социальной политики Берлина Марио Чаца признал, что размещение беженцев в спортивных залах летом 2015 года было ошибкой. По его словам, такие меры подрывают социальное спокойствие. Сейчас он убежден, что с самого начала стоит организовать крупный центр приема, где можно одновременно проводить регистрацию, медицинский осмотр, оформление, а также вопросы детсада, школы и убежища. Чаца объяснил, что ситуация летом 2015 года была критической. От 2011 года, когда он пришел на пост, количество беженцев выросло примерно с 1000 в год до 1000 в месяц в 2014 году и 1000 в день в кризисное лето 2015. Именно поэтому в 2016 году было создано отдельное государственное ведомство по делам беженцев, которое разгрузило прежние учреждения. Он отметил, что позже многое улучшилось, особенно после появления крупных приемных центров, что подтверждалось и в 2022 году. Тогда, по его словам, система сработала лучше. В то же время Чаца обратил внимание на то, что при организации приема до сих пор недооцениваются культурные особенности. Многих не беспокоит размер временной бытовки, а сам факт соседства с другими беженцами из тех же регионов, где существуют этнические или межнациональные конфликты. А дальше новость, которая вызывает обеспокоенность в Германии. Вечная фрустрация с железной дорогой и никакого решения. За это должны отвечать они. Так звучит резюме последних обсуждений ситуации с Deutsche Bahn. В фокусе непонятная ответственность и постоянные жалобы пассажиров. Эксперты и пассажиры все чаще жалуются. Железная дорога указывает на политику, политика на железную дорогу, а страдают сами пассажиры, не понимающие, к кому обращаться с недовольством. Ответственность должна быть ясной. За повседневную работу отвечает руководство БАН. Но у него должно быть четкие политические ориентиры и достаточное финансирование. Ключевой проблемой называют изношенные пути. Новая инфраструктурная структура InfraGo, созданная в начале 2024 года, получила полномочия по реконструкции, но ее статус остается спорным. Должна ли она быть более независимой или политика продолжит влиять на ее работу в интересах бизнеса? Многие уверены, инфраструктурная бюрократия мешает реальным обновлениям. В отрасли предлагают взять пример со Швейцарии. Там четкое разделение задач между правительством и железной дорогой, долгосрочное финансирование и прозрачная стратегическая линия. Благодаря этому Швейцария стала образцом по пунктуальности. 91,2% поездов приходят вовремя, в то время как у Deutsche Bahn показатель не превышает, я вам уже говорил, 62,5%. Представитель Ассоциации частных грузовых перевозок отмечает, если в стратегии Deutsche Bahn прописаны обязательства, это автоматически обязывает и государство обеспечить необходимые ресурсы и условия. А дальше еще интереснее, в Европе снова начинают говорить о возвращении долгового кризиса.
Ситуация напоминает события 2010 года, когда несколько стран столкнулись с резким ростом государственного долга и риском потери доверия на финансовых рынках. Тогда угроза обрушения евро была остановлена лишь экстренным мерам Европейского центрального банка. Сегодня проблема выглядит еще серьезнее. Уровень задолженности многих стран уже выше, чем в тот кризисный период. Особенно тяжелое положение сложилось, внимание, во Франции. Там бюджетный дефицит с 2020 года постоянно превышает установленный в Евросоюзе порог в 3% от внутреннего продукта. В 2025 году этот показатель достиг уже 5,4%. Трудностям добавляется и рост процентных ставок. Государствам приходится выпускать новые облигации под более высокие проценты, что увеличивает расходы на обслуживание долга. Рынки требуют надбавку за риск, и Франция в этом плане выглядит уязвимее, чем Испания, и лишь немного надежнее, чем Италия. Экономисты предупреждают, если ситуация не изменится, Европе может понадобиться новый пакет мер спасения. Пока еще нет такого ажиотажа, но признаки надвигающейся проблемы уже очевидны, и эксперты советуют готовиться к возможному повторению кризиса, который серьезно испытал еврозону. А теперь давайте посмотрим на экономику Германии. В Германии продолжается экономический спад. Два ведущих экономических института ухудшили свои прогнозы роста экономики. Первое. Институт ИФА теперь ожидает, что валовый внутренний продукт вырастет лишь на 0,2% в 2025 году, а в 2026 году рост составит всего лишь 1,3%. Ожидания на последующие годы тоже стали менее оптимистичны. Эксперты предупреждают, без активной государственной экономики страна рискует надолго застрять в стагнации. Второе. Институт мирового экономического исследования в Киле предоставляет еще менее обнадеживающий прогноз. Рост в этом году всего лишь 0,1%, хотя ранее ожидалось больше. На 2026 год прогноз также снижен до 1,3%. Отчасти улучшение возможно благодаря увеличенным расходам государства, но внешние факторы, такие как тарифы, тормозят экономику. Третий крупный институт Лейбниц тоже пересмотрел ожидания вниз. На 2025 год рост составит 0,2%, в 2026 1,1% и в 2027 около 1,4%. Экономика в большей степени будет опираться на государственные инвестиции, однако это не решит более глубокие проблемы конкурентоспособности. Добавлю, что правительство планирует стимулирующие меры. В 2025 году-2026 году бюджетный импульс превысит 38 миллиардов евро. Но эксперты подчеркивают, что этого недостаточно. Нужны реальные реформы для оживления частных инвестиций. Для справки, безработица пока растет. В 2025 году ожидается повышение на 155 тысяч человек до уровня 6,3%, но с постепенным снижением в следующие годы. Инфляция держится на уровне около 2%, что отвечает целевому ориентиру Европейского центрального банка. А дальше новость, которая вызывает активное обсуждение в политике Германии. Фракция партии «Зеленых» в Бундестаге пригласила руководителей других демократических сил, социал-демократической партии Германии СДПГ, христианско-демократического и христианско-социального союза ХДС-ХСС, а также левой партии на совместные переговоры. Главная тема обсуждения – это возможная процедура, внимания, запрета альтернативы для Германии АДГ. В письме лидеры «Зеленых» заявили, что на фоне усиливающейся радикализации АДГ и в условиях исторической ответственности демократические партии должны действовать решительно. Они предложили уже в ближайшие недели согласовать план действий и запустить парламентскую процедуру, которая может привести к рассмотрению дела в Конституционном суде. Левая партия поддержала инициативу и подчеркнула, что имеет все необходимые юридические инструменты для участия в процессе. Теперь внимание обращено к позиции СДПГ и ХДС-ХСС. Именно от них зависит, получит ли идея реальное развитие. Напомню, что в июне съезд Социал-демократической партии Германии СДПГ единогласно проголосовал за подготовку к возможному запрету альтернативы для Германии АДГ, что стало первым шагом на пути к официальному рассмотрению вопроса. И еще новости обороны Германии. Министр обороны Борис Писториус сообщил о первой за долгое время положительной тенденции в кадровой ситуации Бундесвера. В нынешнем году впервые за 5 или 6 лет численность вновь принятых солдат превысила количество увольняющихся. Это важный перелом в негативной динамике.
когда кадровый состав армии сокращался даже при наборе новых служащих. Напомню, что в конце 2024 года в вооруженных силах насчитывалось около 181 150 человек, тогда как годом ранее эта цифра составляла примерно 101 500. Главная цель – это достичь численности порядка 260 тысяч действующих военнослужащих и дополнительно 200 тысяч резервистов. Эту задачу планируется реализовать через введение нового начала добровольного, а затем потенциально обязательного воинского учета. Если парламент одобрит инициативу, она может вступить в силу уже с 1 января 2026 года. Несмотря на эти позитивные сдвиги, общее количество личного состава остается недостаточным, а средний возраст солдат продолжает расти. Таким образом, символическая плюсовая цифра по персоналу – знак того, что негативный тренд прерван, но для полноценного обновления Бундесвера предстоит пройти еще большой путь. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.